Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Я на даче в Питере, и сейчас буду раскрашивать очаровательные ведьмы. Эту раскраску мне подарила Оксана, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Так что проходите, смотрите и знакомьтесь, если вы еще не знакомы. Очень интересная раскраска с односторонними иллюстрациями, ну а я выбрала, точнее не я, а любимый выбрал мне такую вот ведьмочку. Я попросила, говорю, выбери на свой вкус. Ну и по традиции, конечно же, я начну раскрашивать мэджиком все, что можно им раскрасить, а именно вот такую вот детальку. Ну, мне кажется, что она должна быть именно такого цвета. Поэтому приступаю. Конечно, уже не совсем удобно раскрашивать, ну ладно. Конечно, я могла бы выбрать иллюстрацию сама, но я как-то давно хотела, чтобы Андрей мне что-нибудь такое выбрал, поэтому с удовольствием пораскрашиваю то, что выбрали за меня. Я вот сейчас так просматриваю, какую одежду, как я раскрашивала, чтобы, ну, возможно, сделать что-нибудь другое, что-нибудь новенькое. Но все равно я буду использовать те цветовые сочетания, которые мне нравятся. Ну, я думаю, что, а как иначе? Если я же сама одеваюсь так, как мне нравится, то, наверное, персонажи, которых я раскрашиваю, тоже должны быть в тех цветах, которые я люблю по возможности. Конечно, можно было сделать даже акварельную подложку, но я подумала, что здесь будут просто карандаши, а вот на фоне, скорее всего, будет акварель. В кюветках, например, ввиду односторонних иллюстраций, значит, здесь это можно использовать. Так что сейчас посмотрим, как получится. Не знаю, как-то сейчас выбираю не по... Ну, в общем-то, так смотрю, какая рубашка у карандаша мне нравится, тот и беру. Практически так. Но вот я уже рассказывала и повторюсь, что сейчас на даче я раскрашиваю даже с большим удовольствием, чем обычно. Может быть, это, конечно, зависит от смены обстановки, может быть и так, но я думаю, даже от смены ритма, потому что это полезно. Ну и такая неспешная дачная жизнь очень располагает иногда раскрасить. Хотя, конечно, она вроде как и неспешная, а времени на раскраски-то не хватает. Но вот зато, когда я это время нахожу, то с огромным удовольствием раскрашиваю. Но и все остальное, что я здесь делаю, мне тоже нравится. Ну, а делаю я много и домашних дел, и готовлю, убираю. Ну, и гуляем, конечно же, дышим воздухом. Ну вот, наверное, теперь немножко посмотрю на выкраску. Чтобы понять все-таки, что мне сейчас необходимо. Иногда сложно определиться с выбором. Сейчас посчитаю. Посмотрим, то или не то. Ну или возьму что-то другое. Иллюстрации эти очень такие осенние. Отличная тематика. Располагающая.
Конечно, хотелось бы, изначально планировалось пораскрашивать даже на улице, но погода не всегда позволяет, и знаете, как-то все мокрое, поэтому придется очень много времени потратить, чтобы все вытереть, просушить. Ну, к тому же там на улице идет уборка, всякие разборки, что-то выбрасывается, раскладывается какие-то вещи по местам, и стол завален, поэтому не знаю, ладно, посижу, пораскрашиваю здесь. Хорошо, что тут нам подсказывают, где надо затемнить и все такое. И все же очень интересно еще и раскрашивать, когда за тебя выбрали иллюстрацию. Когда перед собой на отдыхе не ставишь особо никаких планов, тоже здорово, такой неспешный ритм. Ну, я не знаю, наверное, может быть, даже я сейчас настолько медленно раскрашиваю, но в плане нет, неспешно. Так-то у меня результаты даже быстрее, чем всегда. Наверное, на камеру лучше бы урывками красить, а то сосредотачиваюсь на одном элементе. С другой стороны, я уж села и думаю, надо пользоваться случаем. То всегда то погулять, то еще что-то. Все-таки на свете масса интересных занятий, которые мне нравятся. Ну, вроде бы шляпка нормальная так выходит. Два карандаша, нужно было вот этих светло-голубой, а вместо этого все-таки, я думаю, взять что-то поконтрастнее. Ну ладно, уже взяла и взяла, но на будущее их лучше вместе не сочетать, мне кажется, а то как-то уж очень они такие близкие друг к другу, совсем близкие. Хочется вот на такое настроение посидеть, позаморачиваться, понаслаивать. Ну да, чисто осень. Ну, опять же, для влогов хорошо смена локации. Нравится мне все это сейчас вырисовывать, прокрашивать. Вообще, серия этих раскрасок мне нравится. Они прям классные. Какие-то здесь сюжеты интересные. Ну вот из того, что вышло, вот эту мне Оксана подарила, и две я себе приобрела. В принципе, думаю, что этого вполне хватит. Ну, а там посмотрим. Может быть, еще что-то интересное придумают. Я как-то реально очень заморочилась. Обычно я над каждой деталью так долго не подвисаю. Но я действительно два вот этих вот голубой и светло-синий я как-то очень близко подобрала, и поэтому приходится
уделять теперь больше внимания, хотя можно и заменить было карандаш, но не знаю. Теперь приходится выкручиваться. Надо как-нибудь раскрасить ведьмочку, ну, что-нибудь такое нетипичное для себя, взять какие-то оттенки, которыми обычно я не пользуюсь, сделать одежду, которую сама бы носить не стала в плане цветов. Но это в следующий раз. Думаю, конечно, что дальше, какими цветами. Ну, решила лицо, самое банальное, потом уже немножечко добавлю там теней, но я не крашу так основательно, как другие девчонки, не делаю там яркий макияж, я уже говорила, я и сама себе не делаю, ну и как бы не хочу такое раскрашивать, поэтому сейчас закрашу кожу, потом уже без камеры немножечко более темным карандашом где-то добавлю более темного и все. Фон вот более-менее мне понятен, ну, вроде бы, плюс-минус. Одежду, думаю, что именно хочется. Ну, вообще можно и сейчас на камеру немножко потемнее где-то. Потом, может, еще что-то подправлю. Оттягиваю момент с одеждой. Я вообще очень люблю одежду красить, просто думаю, какой цвет. Пока непонятно. Ну, что-нибудь из того, что, в принципе, мне нравится. Ну, опять же, пока думаю, тут будут волосы раскрашены. Это попроще. Вообще волосы я крашу ашановскими карандашами. Но в Питере вот у меня есть такой набор. Поэтому буду использовать его. Ну, конечно же, рыженькая ведьмочка. Я каждую там волосинку как-то не прорисовываю, но в целом мне как-то рыжие волосы больше удаются. Я их уже по-своему раскрашиваю, привыкла. Тут так по прядке, потихонечку. Тоже потом буду использовать черный карандаш, и будет более так ярко, фактурно. Но это уже, наверное, когда все раскрашу. Ну вот с волосами действительно все значительно проще. Надо будет немножечко разобраться на столе, потому что я вот все вот так разложила. А сейчас думаю, что будет поудобнее как-то по-другому. Наверное, раскраски я с правой стороны положу тут на книге. Тогда с левой стороны высвободится место. Это будет лучше. Можно тогда брутфунеры как раз-таки спокойно раскладывать. И акварель. Сейчас немного как-то так тесно.
Ну, вот у меня в Москве огромный такой длинный стол, но я, правда, все равно сижу на небольшом клочке. Но канцелярия как-то везде разложена. Плюс все-таки раскраски на стеллажах стоят. Ну ладно. Тут еще надо с одеждой не перепутать. Где волосы, где одежда развивается. Поэтому я так внимательно смотрю. Сейчас сразу определю, где все-таки волосы. Потому что я обычно стараюсь каждую деталь и не забегать вперед. Но тут лучше определить, где что. Потом уже будет проще. Не, ну у меня с собой нормальный эластик, он вполне себе неплохо стирает, и вообще можно всегда выкрутиться, но да, не хотелось бы. Ну, а так, вроде прикольно. Ну, хотя, я так думаю, что одежда будет немножко так близка к фону. Ну, не в смысле один в один, но некоторые цвета тоже буду использовать. Наверное, так. Пока я все это так не спеша раскрашиваю, я и что-то продумываю одежду. Вообще на даче классно, конечно, печное тепло, очень уютно, но у меня тут еще лампочка. Дома-то они все как-то, ну, такие, которые не нагреваются, а здесь обычная. От нее такой жар идет, просто невозможно. Прям очень сильно. Но, как правило, мы топим так, чтобы было дома где-то не больше 26 градусов. Но вот здесь вот явно больше. В принципе, вот эти карандаши, они где-то хорошо наслаиваются, где-то не очень. Но мне кажется, что это тема у всех карандашей. Потому что даже призмы и то где-то не очень себя хорошо ведут. Картинка так потихонечку оживает. Сейчас тут прорисую кончики. Ну, вообще, в целом можно так и с одной раскраской было приехать, допустим, с теми же феечками, красить по чуть-чуть. Или взять там одну Ханну Карлсон. Но я рада, что у меня есть разнообразие. Все-таки под настроение что-то выбрать. Иногда все-таки, знаете, и цветы, и грибы хочется пораскрашивать. Это при том, что я здесь не так много времени уделяю любимому хобби. Ну вот, да. Вот этот вот карандаш очень такой цвет красивый. Мне нравится. Ну и как блендером пройдусь желтым. Довольно часто так делаю.
получается неплохо. Так. И все-таки вопрос с одеждой я откладываю. Теперь взялась за, как я понимаю, метлу. С метлой, в принципе, тоже у меня для таких моментов вот карандаши Ашан, у меня здесь 2 цвета. Но, правда, в наборе есть Clay Yellow и Yellow Ochra. А я еще брала в Ашане поштучно, и там Clay Yellow 2 оттенков, темнее и светлее. По сути дела, получилось, что я именно их и взяла. Но они реально отличаются. Осталось немножко коричневого добавить. Это уже у меня Брутфунер. И тоже будет хорошо. Все-таки спасибо иллюстратору за тени. Прям очень выручает. Ну, как бы фон я сразу решила, что я буду потом, скажем так, раскрашивать. А вот саму ведьмочку, прям одежда реально, пожалуй, впервые отходит настолько на последний план. Ладно, это видео буду завершать. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.